Всем привет, ребята! Вот, наконец-таки, вышел новый билд 4166 для игры Project Zomboid. Он включил в себя кучу исправлений. И как по мне, самое важное, что сделали разработчики, так это наконец починили стены, построенные игроками. Кто не в курсе, в прошлых версиях игры внутренние стены строения игроков были прозрачными. То есть не только вот эти стены были прозрачными, но и эти стены тоже были прозрачными, из-за чего картины становились невидимыми. Да и вообще покраска этих стен становилась бессмысленной. И вот теперь все работает как и должно. Теперь им осталось только сделать так, чтобы если игрок находился на улице, то что находится внутри построенного игроком здания становилось полностью черным. В точности как с обычными зданиями. И раз уж Индистone починила этот баг, они также исправили агорафобию и клаустрофобию. Теперь они работают в комнатах, построенных игроками. Немного оптимизировали игру, она теперь меньше лагает. Также разработчики добавили новое обозначение для карты и возможность ее полностью забыть. Разработчики обновили руководство по выживанию в игре, совместив все в одном окне. А в меню создания черт персонажа появилась вот такая кнопка сброса. Индистone не забыли и о тех, кто любит вкусно поесть, добавив в игру пирожки, оладьи картофельные и мяту. Кстати, для любителей попить воду из лужи и реки у меня плохие новости. Разработчики исправили ошибку, и теперь ваш персонаж заболеет, если выпьет воду из лужи либо реки. Зато если вы уже заболели, вы сможете пить грязную воду с меньшими штрафами. Претерпела изменения и карта. Разработчики добавили пилоны и радиомачты, добавили новые локации, изменили карту испытаний, ну и прочие маленькие исправления. Билд 4166 изменил собирательство. Насекомые, грибы и травы встречаются чаще ночью. Еще чаще они встречаются в дождь и после него. Режим поиска отключается, если хотя бы один зомби находится очень близко к вам, примерно в одном квадрате. Ну и куча других мелочей по типу изменения ядовитых ягод, они теперь не такие смертельные, опасные. Добавлены шишки, которые до этого можно было найти лишь в чит-меню. Теперь их можно найти с помощью собирательства с сентября по декабрь. Также шишки можно добавлять в костер. А для любителей поиграть на сервере, у меня также хорошие новости. Разработчики изменили максимальный лимит игроков до 100. Однако они предупреждают о рассинхронах, но можно подумать, их нет и с 16 игроками. А также появилось новое правило о возможности разрушать объекты кувалдой только на базе игрока. Ну и ко всему прочему, теперь в мультиплеере копии будут работать так же, как и в одиночной игре. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам эти нововведения понравились так же, как и мне. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и до скорых встреч!